Итак, всех приветствую на коротеньком видео по обновлению системы хранения и фурнитуры. Итак, в целом по функционалу и по настройке не добавлялось ничего, больше корректировка вносилась. Теперь у нас получается в настройке фурнитуры. Я туплю. Сейчас, секундочку. Где она у нас? Фурнитуры, групповые. Чуть побольше сделаю. В общем, вот эта вот настройка Ignore Weapon Attachments, вот я ее не переименовал, оставил как есть, но по факту она теперь независима от Allowed Attachment. То есть теперь, включив вот эту вот настроечку, вы сможете полностью оружие перемещать в хранилище, либо фурнитуру, либо персонал, там, где вы это дело установите. Вот, сможете помещать оружие вместе с обвесами. Обвесы считаться как дополнительные слоты не будет. То бишь, если у вас оружка в какой-то сборке имеется, то вы просто-напросто ее помещаете. Вот она у нас здесь доступна должна быть. Берем наш ствол, открываем, смотрим, помещаем. Все у нас здесь находится. Точно так же забираем. Она у нас возвращается обратно в обратную позицию. Вот. Это что касается настройки по поводу оружки. Далее, по остальным настройкам, которые были внесены, сейчас, наверное, просто рассмотрим на каком-то одном объекте. Однодверный шкаф мне максимально подходит, потому что у него как раз в настройках есть прописано то, что мне нужно. Где он у нас? Вот синглокер. У нас здесь отключены атачменты, чтобы нельзя было остальные предметы с обвесами помещать. Это мы сейчас наглядно увидим. И мы можем помещать контейнеры с содержимым и оружие с содержимым, как только что было сделано. Плюсом в основном очень много по ошибкам было поправлено, то есть не сохранялись дополнительные обвесы. Сейчас они у нас нормально сохраняются. Но еще момент касаемо контейнеров. Были внесены корректировки, и некоторые контейнеры можно было переместить с содержимым, обратно забрать, и содержимое терялось. Это все дело исправлено. Дополнительно баг был исправлен касаемо уничтоженного оружия. Теперь, если у вас где-то есть оружка... Обнаружен уничтоженный предмет. Да, то есть вы его попытаетесь переместить, либо переместить этот предмет вместе с контейнером и так далее, то у вас это не получится, потому что будут ругаться. Далее момент касаемо контейнеров и всего остального. Я изначально хотел вывести отображение в этом месте, но я вывел на данный момент в список вверху, то есть все предметы, которые имеют какие-то обвесы, то, что на игроке одето, или же это контейнера, которые находятся в инвентаре игрока, они будут отображаться здесь на данный момент. В дальнейшем посмотрю, как я это реализую. То есть вот мы, допустим, выбираем весь инвентарь, смотрим, в каком у нас вот в сотке контейнере лежит у нас оружка поврежденная, уничтоженная, точнее. Вот она у нас здесь находится, отображается она красным Обнаружен цветом. уничтоженный предмет. Вот здесь у нас написано состояние обнаружен уничтоженный. Вот. Далее момент касаемо вообще в целом вот этой вот настройки. У нас здесь, как видите, отображается не только контейнер, отображается и оружие. И вот здесь как раз момент, то, что я не могу переместить предмет с обвесом, так как у нас отключен Allowed Attachments. Вот, то есть я не могу его переместить, но я могу переместить оптику, которая висит на этой оптике, забрать батарейку, я так понимаю, вот эту, вот, которая висела на этой оптике, и забрать оптику, да, вот в таком вот порядке, допустим. Но
была добавлена возможность перемещать обратно. Да, то есть я вот сейчас могу переместить, вот я выбрал контейнер 1000, я могу эти предметы выбрать, переместить, и они у меня поместятся именно в контейнер 1000. Да, не куда-либо в инвентарь, вот, а именно в контейнер 1000. Вот, это что касается удобства. Вот, но также это работает и с другими контейнерами, либо предметами по типу вот как оружие. Допустим, у оружия у нас есть attachment под это все дело, да, я перемещаю сначала эту оптику, она у нас одевается на ствол, далее накидываю батарейку, она у нас одевается, видите, она сразу покраснела, и одеваю еще одну оптику, она оделась сверху на эту же оптику, вот, все. То есть по порядку оно все дело это у нас собралось. То есть по факту, если ствол висит на игроке, можно спокойно его и этот ствол вооружить прямо с инвентаря вашего хранилища. Далее, что касается в целом перемещения и так дальше, что изменилось. Была проблема с записью вроде бы лекарства и жидкости. Я в прошлый раз уже объяснял, что сейчас у нас есть такая штука, как запись содержимого. Вот. А вот что касается питания, обратно я провтыкал и на данный момент я добавил. То есть у нас есть сохранение состояния, вот, у нас есть спаленный стейк, у нас есть, допустим, где она у нас, где-то была у нас, вот, грушка запеченная, мясо, стейк вот пожаренный, вот, мы помещаем их в хранилище, вот есть сырые, тоже помещаем их в хранилище. Жареный грибочек. Где-то у нас был еще грибок. Вот есть сырой. Вот мы их поместили. У нас видно состояние. Теперь берем, допустим, наш контейнер. Здесь выбираем максимум, перемещаем в себя. Все, оно переместилось, состояние сохранилось. Естественно, в том состоянии, в котором оно поместилось, в том состоянии оно у нас и вернулось. Вот. Это что касается таких небольших багов, которые у нас были. Обнаружен уничтоженный предмет. Поврежденки, сохраняется информация о состоянии предметов, а именно пищи. Вот. Добавлена возможность перебора всех вещей и контейнеров, которые у вас есть в инвентаре, плюс сам инвентарь, который одет на игроке. И с помощью данной сортировки можно с хранилища забирать те или иные предметы. То есть, допустим, вот я сейчас заберу предметы, обратно же там выберу, допустим, курточка, выбрать максимум. В инвентаре недостаточно места. Все, места нету, потому что курточка у меня забита. Все, я открываю, допустим, открываю сотку, выбираю, закидываю, все, оно у меня улетело в сотку. Все. Вот таким вот образом. Контейнеры сами не помещаются. Сейчас я уберу ствол, контейнер переместим. Вот, если мы, допустим, выберем контейнер и контейнер переместить в контейнер, попытаемся, контейнер улетит в инвентарь. Если в инвентаре не будет места, он улетит в руки. Если в руках не будет места, то контейнер просто-напросто хранилище сообщит о том, что у игрока недостаточно места. Поэтому учитывайте этот момент для того, чтобы не было матрешек. Вот такой вот нюанс был учтен. Было увеличены немножко сортировочные кнопки. Вот, я знаю, что некоторые жаловались на то, что они типа маленькие, я немножко их увеличил. По крайней мере, так как это можно. В принципе, клиент открыт, вы можете спокойно зайти и изменить размер. Как бы нужна будет помощь, я подскажу, как это сделать. Вот. В целом, вроде бы как все касаемо интерфейса и функционала в целом. Вот, далее, момент, касающийся разборки, да, очень много негодовали по поводу, там, ну, личного хранилища, там, понятно, потому что у нее есть отверточка, да, мы отверточку подходим, этот самый, разобрать, и она у нас разбирается. Вот, что касается остальной фурнитуры, групповых складов и так дальше, на данный момент у нас, получается, есть приписка у бейс-класса
о том, что для разборки требуется отвертка. Вот. Если она у персоналки стоит true, то, естественно, требуется отверточка. Если у того или иного объекта стоит false, то есть прописано, что та же отвертка не требуется для разборки, то автоматически начинает требоваться молоток. Этот молоток у нас подвязан, сделан под наш класс name. Вот он, класс naming hammer. Вот PS hammer. Вот. И с помощью этого молотка уже можно разобрать. То есть не будут моменты, когда нечаянно игрок разобрал свою фурнитуру. То есть этот молоточек вы спокойно... Этот молоток не подходит к персоналке. То есть игрок не сможет персоналку разобрать. Он подходит сугубо к фурнитуре. Потому этот молоточек вы сможете спокойно вместе с фурнитурой передавать игрокам и так далее. Все в целом вроде бы как все. По ошибкам, которые были допущены, было поправлено. С оружием вопрос был решен. Добавлена возможность перемещения с помощью выбора контейнера или куртки, куда переместить с хранилища. Вот, и так далее. В целом все. Спасибо за внимание. Ссылка Дискорда в описании. Всем пока.